Здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте, гости моего канала. Сегодня представляю мастер-класс по вязанию вот такой вот летней ажурной кофточки. Она связана регланом сверху. Есть у нас такой вот росток, который связан сразу после воротничка. И узор, ажурный узор, знаете, он совсем простой. Смотрится довольно-таки очень красиво. И раппорт узора составляет всего лишь 2 петельки. Что касается вставок, вот эти вот лицевые ряды, они идут по переду, по спинке. По рукавам у нас таких вот вставок нет, только узор. Что касается пряжи, вы знаете, этот пряжа мерсеризованный хлопок 100% итальянская. И она хороша тем, что она тянется. Вот смотрите, эта кофточка подойдет на размер, вы знаете, вот смотрите. Я его тяну и вширь, и вниз тянется. Очень хорошо, потому что смотрите, как оно тянется очень хорошо, как я уже говорю. Поэтому, если кто-то будет вязать, вы знаете, этот размер в данном случае, вот эта вот кофточка, точнее, подойдет и на 44, на 46, 48, 50, 52, 54. То есть, видите, оно очень хорошо тянется и действительно хорошо ложится по фигуре. И кроме того, она такая струящаяся получается. Вот смотрите, поближе, если показать. Цвет, правда, не передался абсолютно. На самом деле такой вот сиреневый цвет, красивый. То есть получается такая вот кофточка, она прямо струится по телу. И действительно очень красиво смотрится по фигуре. Так, что касается этого мастер-класса, у меня есть там тайм-коды, кроме того, текстовые подсказки. И я думаю, что если кто-то скажет, захочет вязать, у вас тоже все получится, потому что я все рассказываю и показываю, как провязывать реглан какой длины, в зависимости от чего, там даю подсказки также. То есть вы можете вязать на любой размер. Так, и конкретно хочу отметить то, что такой пряжи вы можете не найти стоковой. Это итальянская пряжа, вот такая вот. Это у меня смотка в 5 нитей, так, но я вязала из таких вот конусов. 5 конусов. Расход у меня получился 415 грамм. Вся эта кофточка так. Рукавчик у меня не короткий. Вот видите, какой он более такой длинный. Сейчас я вам размер быстренько покажу. Поэтому, что касается пряжи, можно, в принципе, заменить, вот, допустим, взять такую Alize Miss 280 метров в 100 граммах. Так? То есть, если вы возьмете в 2 ниточки, вот этот метраж у вас примерно получится. У меня 300 метров, а у вас будет 282 нити. Тоже можно смело вязать. Так, есть, конечно, и различные бобинные пряжи. Тоже можно подобрать по метражу, скажем так. В данном случае это у меня египетский хлопок. Так, кроме того, я могу, в принципе, предложить вот то, что у меня есть, показать. Детский хлопок пехорка. Метраж 330 метров в 100 граммах. Чуть будет тоньше ниточка, но я думаю, тоже, в принципе, неплохо будет смотреться. Такая вот ниточка. Это детский хлопок мягкий. От пехорки. Так, ну и из того, что у меня есть, Alize Cotton Gold. Также можно, в принципе, вязать, потому что примерно 330 метров в 100 граммах. И вот такая вот ниточка, но это не мерсеризованный хлопок. В принципе, если сравнить вот эти вот нитки, вот это из того, что я вязала, а это Alize Cotton Gold. Вот это 330 метров, вот это вот Alize, а здесь 300. Ну, в принципе, практически одинаково по толщине, скажем так, поэтому можно даже из этой ниточки тоже вязать. Так, ну, я думаю, что если кто-то, скажем так,
захочет вязать, в принципе, вы можете брать не только хлопок. Еще раз повторюсь, здесь 1500 метров в 100 граммах, 5 сложений. Можно брать и другую какую-то ниточку примерно такого же метража. Так, и я все подробно рассказываю в этом мастер-классе. Сейчас быстренько по размерам. Вот на уровне груди, обхват груди 56 сантиметров. Но он тянется. Вот видите, очень хорошо. Поэтому... Так, теперь от самой высокой точки и до низа 58 сантиметров. Сразу хочу сказать то, что после ВТО петельки разровнялись, поэтому полотно немножко вытянулось вниз. Он довольно-таки, скажем, если вот эти вот, скажем, узор был гармошкой, то он сейчас, видите, как красиво, аккуратненько, ровно ложится, поэтому полотно вытянулось. Так, теперь по сам вот этот наш реглан 25 сантиметров. Так, что касается рукава, они сейчас вытянулись после ВТО, и по ширине получается 19 сантиметров. От проймы до низа 16 сантиметров. Так, ну и вот этот вот рукавчик, скажем так, 37 сантиметров. Так, сама горловинка открытая. Где-то 20 сантиметров. Немножко остановлюсь на пряже. Это мерсеризованный хлопок. Дело в том, что он не линяет, не теряет цвет. И изделия из него очень мягкие. Изделия получаются такие вот струящиеся. Видите, прямо вот как струйкой ложатся и очень хорошо лежат по фигуре. Поэтому, если кто-то еще не вязал, я думаю, попробуйте. Потому что действительно красиво смотрится и, скажем так, радует глаз. Я стирала в стиральной машинке 30 градусов на деликатном режиме. Петельки распрямились, и вы знаете, быстро высушилась в принципе. Стирала в приз 600 оборотов давала. Вот, быстро высохла и, наверное, благодаря тому, что есть ажуры. Так, ну на этом у меня все. Наверное, то, что я хотела сказать вам по поводу конструкции этого изделия. Поэтому, если кого-то заинтересовал этот мастер-класс, вяжите со мной. Я буду очень рада. Начинаем. Так, пряжа у нас стопроцентный хлопок, мерсеризованный. У меня 5 вот таких вот конусов. Метраж 1500 метров. И в 100 граммах получается 300 метров. То есть я буду вязать в 5 сложений. Беру спицы в работу номер 3, 40 сантиметров, и набираю 150 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Покажу поближе вот эту ниточку. Так, она имеет такой блеск, глянец. И вы знаете, мне нравится тем, что красиво смотрится в изделии. Я уже вязала одну летнюю маечку из этой пряжи, и она мне тоже очень понравилась. Поэтому то, что вот у меня осталось, я еще тоже хочу связать такое изделие. Вот я связала образец. Я хочу обратить внимание, вы знаете, на некоторые моменты, когда вяжем из разных конусов, нужно обязательно смотреть, чтобы не потерять где-то ниточку на спицах, потому что вот видите, у меня выехала вот эта вот ниточка. Конечно, ее можно заправить, скажем так, потом крючком, но лучше, конечно, следить сразу, чтобы не было потом вот этих вот, скажем, одной ниточки из какого-то конуса где-то не подцепили. Так, у меня образец связан
из 5 ниточек. Вот они, 5 нитей. Вот так он выглядит поближе, этот образец. Набирать я буду петельки сочетанием классического и обратного набора петель. Сейчас вам покажу, как я его буду набирать. Так, и у меня плотность вязания в образце 3,3 петли в 1 сантиметре. 45 сантиметров я умножаю на 3,3, округляю, примерно будет 150 петель. Отмерили нужное количество длины вот этой нашей нити и набираем первую петлю вот таким образом. Спицу под нить, получается первая двойная петля. Дальше смотрите внимательно. Первая петля из вот эта вот, которая находится на указательном пальце, а вторая петля с нити, которая находится на большом пальце. То есть у нас получается сочетание классического и обратного набора петель. Вот у нас идет с указательного обратный набор петель, а с большого пальца классический. И чередуем сначала с указательного, а затем с большого пальца. Немножко смотрим внимательно, чтобы было у нас вот здесь вот, скажем, одинаковое натяжение вот этой вот косички. Край получается вот такой вот ребристый. Очень красивый смотрится. И вы знаете, мне нравится тем, что он идет вот такой волной. При этом он эластичный. Итак, петельки набраны. 150 плюс 1 петля для замыкания в круг. Посмотрели внимательно, чтобы все петельки, вот это вот наборный наш край, был внутри, чтобы нигде ничего не перекрутилось. Так, сейчас замыкаем вязание в круг. Первую петлю вот эту вот мы с вами снимаем аккуратненько. Вот видите, они расслаиваются, эти ниточки, поэтому очень нужно внимательно следить. Так, сняли первую петлю, а последнюю петлю вот эту набрасываем на первую. Вот таким вот образом подтягиваем ниточку. Вот она. Снимаем ее. Опять подтягиваем, чтобы было замкнуто красиво. Все. Мы с вами замкнули вязание в круг. Сейчас одеваем маркер. И провязываем резиночку 1 на 1. Первая петля у нас лицевая. Аккуратненько вот таким образом. А вторая классическая. Первый ряд будет очень, скажем, такой кропотливый, потому что петельки немножко, скажем, туго затянуты, поэтому аккуратненько протягиваем, провязываем все эти петли самостоятельно уже. Вот. Так, первый ряд. И дальше вяжем уже эту резиночку на определенную высоту. Так, резиночку я уже провязала. Вот так вот выглядит она поближе. Вот этот вот край получается тоже он эластичный. Так, в сантиметрах это где-то около 3. Так, первый ряд после резинки я буду провязывать изнаночными петлями. Все петли изнаночные. Так, и смотрите, после того, как я провяжу этот ряд, у меня будет распределение петель на реглан. Но спицы я уже буду брать номер 3,25. И дальше буду вязать спицами номер 3,25. Итак, у меня провязана резиночка здесь 10 рядов. Вы можете провязать и больше. Это уже, скажем так, по вашему желанию. Дальше у меня был провязан изнаночный ряд и 1 лицевой. Так, кроме того, я уже распределила петли на реглан следующим образом. Вот всего 150 петель.
на спинку 44 петли, здесь по переду 54, на регланной линии по 4 петли. Так, на рукавах по 18 петель. Так, мы сейчас с вами будем вывязывать росток укороченными рядами. Начало ряда у нас будет посерединке спинки. Вот здесь вот я уже вот этот маркер повесила, черненький. Это у меня здесь середина спинки. Мы начнем отсюда. Так, и провязываем следующим образом. Первый ряд ростка. Начинаем отсюда, провязываем 22 петли, делаем накид, провязываем регланную линию, опять делаем накид и провязываем 4 петли. Пока мы с вами провязываем все петли лицевыми. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Так, дошли до регланной линии, делаем накид, обычный накид вот такой. Переснимаем маркер, провязываем 4 петли регланной линии. Переснимаем маркер, делаем накид, точно такой же. И провязываем еще 4 петли. 1, 2, 3, 4. Это у нас рукав. Вот 4 петли мы с вами провязали. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Второй ряд ростка. Первая точка разворота. Вводим спицу вот таким образом. Снимаем и нить отводим назад. Вот это у нас одна петля, но она двойная. Первая точка разворота. Дальше идут петли все изнаночные. По изнаночной стороне провязываем все петельки изнаночными, в том числе накиды. Вот эта регланная линия пошла, мы тоже провязываем изнаночной. Переснимаем маркер, опять накид, также изнаночный. Так, и мы с вами останавливаемся. По изнаночной стороне проходим спинку всю, регланную линию и захватываем первые 4 петли. И останавливаемся. Провязали 4 петли по изнаночной стороне. Второй ряд ростка. Разворачиваемся. Идет третий ряд ростка. Делаем вторую точку разворота. Здесь у нас уже лицевая петля. Мы будем заводить спиц вот таким образом. Снимаем. И нить уже идет вперед, если это лицевая сторона. Ой, лицевая петля. Дальше петли идут все лицевые. Доходим до регланной линии. Делаем накид. Переснимаем маркер. Провязываем регланную линию 4 петли. Переснимаем маркер. Опять накид. И дальше пошли петли спинки. Провязываем полностью спинку. Это у нас центр. Провязываем. Здесь тоже делаем накид. Провязываем регланную линию, накид, провязываем эти 4 петли, вот где двойная петля, остановимся. Доходим вот до этой двойной петли и провязываем ее вместе, вот таким образом. Снимаем. Дальше провязываем еще 4 петли, вот следующие. Одна петля, вторая, затягиваем вот в этом месте, третья и четвертая. Это у нас был третий ряд ростка. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону, идет четвертый ряд изнаночный ростка. У нас изнаночная петля, отводим нить вперед, спицу заводим в петлю, снимаем эту петлю и сейчас ниточка идет назад. Вот таким образом это изнаночная разворотная петля. Четвертый ряд ростка. Изнаночные петли пошли, в том числе и накиды. Здесь вяжем туго,
по изнаночной стороне, чтобы не было пробелов между рядами. Изнаночная, накид провязывается, переснимаем маркер, петельки реглана и так далее. Так, провязываем по изнаночной стороне спинку. Вот у нас центр спинки. Провязываем регланные линии, накиды изнаночными. Провязываем 4 петли вот эти вот и остановимся. Дошли до вот этой вот двойной петли, и изнаночной она будет провязываться следующим образом. Заводим спицу вот так и провязываем вместе. Подтянули. Дальше захватываем следующие 4 петли. 1, 2, 3, 4. Это был 4-й ряд ростка. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Идет 5-й ряд ростка. Он у нас уже лицевой. Лицевая петля у нас первая. Разворотную делаем следующим образом. Вот так заводим спицу. Снимаем ниточку вперед. И провязываем дальше петли лицевые. Мы захватили вот эту вот вторую и 4-ю петлю. То есть мы с вами провязали вот эту вот петельку. Сейчас захватываем вот эту вот так. А здесь мы тоже провязали первые 2 точки. Так, сделали мы с вами разворотную лицевую петлю. Довязываем до регланной линии. Делаем накид. Регланную линию провязываем 4 петли. Опять накид. И дальше пошли петли спинки. Вот эти вот петли спинки у нас пошли. Мы сейчас с вами доходим до регланной линии. Тоже делаем накид до и после регланной линии. Провязываем вот эти все петельки и останавливаемся возле следующих 4 петель. Это у нас идет 5-й ряд. Дальше, я думаю, вам будет все понятно. Вот таким самым образом и провязывается росток. Делаем разворотные петли. Я вам показала, как делать лицевую разворотную петлю, как делать изнаночную разворотную петлю. И поэтому, я думаю, сейчас вы сами можете смело провязать. Так, вот это вот у меня спинка, центр. Так, я думаю, смело сейчас провяжете дальше самостоятельно. Что касается окончания нашего ростка, мы должны закончить вот здесь. То есть у нас было здесь начало ростка нашего, мы с вами и заканчиваем именно здесь. Итак, у меня уже росток провязан. Так, это примерно где-то 4 сантиметра. Так, вот так он выглядит. Вот этот росточек у нас. Это уже регланные линии. А это уже перед. Так, то есть вот наша разница между передом и спинкой. Это и есть росток. Вот, смотрите, вот так он будет формироваться дальше. Так, то есть мы с вами сейчас находимся в середине спинки. Вот этот наш черный маркер. Здесь у нас середина спинки. Вот здесь мы находимся с вами. Видите? Так, по количеству петель. Вот столько у нас количество петель по переду, по спинке и на рукавах. Так, что касается дальнейшего вязания. Мы сейчас с вами будем вязать дальше реглан. То есть мы с вами будем набирать петельки
точнее, мы с вами будем вязать реглан. Вот отсюда начнем и дальше. По регланным линиям будем делать прибавки. Такие же самые. Перед началом реглана, перед регланом точнее и после. Будем делать прибавочки через ряд. То есть в первом ряду у нас будут прибавки, второй ряд уже без прибавок. Все петли будут у нас идти сейчас по рисунку. Смотрите. Так, я уже провязала 2 раппорта в высоту. Так выглядит поближе. И сейчас я вам покажу, как выполняется этот узор. Вяжется он следующим образом. Смотрите, вот у меня этот рисунок. Здесь у нас получается 12 рядов с 1 по 12. Там, где введены вот эти вот циферки, это в этих рядах я делаю накиды возле регланных линий. Вот у меня регланные линии, поэтому в нечетных рядах у меня выполняются накиды еще до и после регланных линий. Так, этот узор совсем простой. Смотрите, первые 2 ряда это у нас будет изнаночные. Дальше 3-4 ряд будут лицевые петельки. Опять 5-6 изнаночный ряд 1 и 2. И в 7 ряду начинается вот эта вот, скажем, сеточка. Вот конкретно вот эта сеточка. Это уже идет, начинается 7 ряд. В 7 ряду у нас получается 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. А дальше идет накид. И повторяем. То есть у нас получается раппорт из 2 петель и 12 рядов в высоту. В 8 ряду у нас все лицевые по кругу, круговое вязание. Дальше 9 ряд уже наоборот. Первая петля, первый будет накид, а затем 2 петли вместе с наклоном влево. Опять влево. 10 ряд лицевые и 11 ряд тоже. Первая петля, так же как и в 7 ряду. Первые 2 петельки вместе лицевой с наклоном влево, а затем накид. Вот и все. То есть у нас вот эти вот петельки это наклон влево. Вправо у нас нету. И получается вот такой вот рисунок. Очень симпатичный. Если вот так вот его сложить по спинке уже. Вот так он выделяется. И провязывается следующим образом. Я сейчас вяжу 2 ряд. Вот 2 ряд это изнаночные петельки. Вот у меня провязывается 2 ряд. Я вяжу классическими петлями. Смотрим внимательно, чтобы все ниточки, если у вас бобинная пряжа, чтобы они, вот видите, расслаиваются, но чтобы нигде ни одна, скажем, не расслоилась, так? То есть не захватывание вот так вот, смотрите. Можно иногда вот так вот даже провязать, и будет некрасиво. Так, довязываем этот 2 ряд. 3 ряд будет уже лицевой и 4 тоже. Что касается реглана, у нас всегда петельки лицевые идут. Итак, я сейчас вам покажу, как провязывать петельки в 7 ряду. То есть у меня провязано вот 2 первых изнаночных, дальше 2 ряда лицевых и опять 2 ряда изнаночных. Покажу, как будем петельки вязать в 7 ряду. Вот у нас идет первая петля с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном влево. Вот этот вот значок. А дальше идет накид. И провязываем таким образом весь ряд. Вот смотрите, я уже накид сделала, потому что я уже провязала 2 петли вместе с наклоном влево. Первая петля снимается, вторая провязывается и набрасывается предыдущая на ту, которую мы с вами провязали. Дальше идет накид. И опять одна снимается, провязывается и набрасывается предыдущая петля. И опять накид.
И вот так вот повторяем этот весь 7-й ряд. Вот таким образом повторяем, у нас получаются такие вот накиды. Так, дальше я тоже думаю, вы справитесь. Итак, 9-й ряд. Первый накид, а затем 2 петли вместе с наклоном влево. Смотрите, вот у меня было это начало ряда. И мы начинаем накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Эту мы снимаем, вторую петельку провязываем и набрасываем предыдущую. И таким образом повторяем накид, 2 петли вместе с наклоном влево. И так до конца ряда. После этого опять будут все петельки лицевые. Вот мы 9-й ряд провяжем, вот 10-й ряд 2 петли, все петли лицевые. Лицевой ряд уже провязан, 10-й, сейчас 11-й ряд. 2 петли вместе с наклоном влево и накид. Вот смотрите, вот это у нас был накид, мы его провязывали, поэтому это у нас будет первая петля. Провязываем 2 петли вместе, первую петлю снимаем, вторую провязываем и набрасываем предыдущую. Делаем накид. Вот это у нас идет 11-й ряд. И повторяем. Снимаем, провязываем петлю, набрасываем ее и опять накид. И вот таким образом у нас это будет последний 11-й ряд с таким наклоном влево. Дальше мы будем провязывать 12-й ряд, и он у нас будет лицевой. Так, я сейчас взяла спицы 3,25, 120 сантиметров длина и провязала. И вот смотрите, распределила петли, получается, на этих двух спицах с длинной леской. Так, для чего я это сделала? Смотрите, я немножко вот провязала. Сейчас посмотрю свой вот этот вот реглан длину. Так, у меня провязано, смотрите, вот один раппорт, вот второй раппорт, третий раппорт, четвертый. И сейчас я уже начала вязать 5-й раппорт. Так, оно вот так вот тянется, видите? Поэтому за счет этого узора, конечно, полотно тянется. Когда постирается, оно вытянется в длину. Так, сейчас я замеряю длину реглана. На данный момент реглан, смотрите, вот сейчас я так вот сделаю, да, вот это, видите, у нас росток вывязан, поэтому получается вот такая вот кругленькая горловина. Ярко выраженный росток у нас есть. Сильно, конечно. Примерно где-то 18 сантиметров, я думаю, сейчас вот у меня этот реглан есть. Длина реглана. Так, по переду, начиная вот от ворота, где-то 12 сантиметров. Так, у меня реглан будет где-то сантиметров 25, поэтому я еще 7 сантиметров буду вязать. Так, то есть для того, чтобы, скажем, не путать и несколько раз не перемеривать, я вот сейчас беру вот таким образом, отмеряю вот этих вот наших 7 сантиметров, которые должна провязать, и беру 2 маркера. Одним маркером я вот помечу здесь примерно 7 сантиметров. И вот здесь вот. И когда я буду дальше вязать, я буду ориентироваться примерно вот на это расстояние. Тогда я уже приблизительно буду знать, какую длину мне еще нужно провязать. То есть мне еще нужно провязать примерно вот столько же. Столько. Еще, вы знаете, можно просто взять
свитер, свой любимый, скажем так, там, где у вас реглан хорошо выделяется, тот реглан, длина которого вам нравится. Вот, допустим, я взяла вот такой вот свитер, который у меня связан с альпаки, там частично по. И вот длина реглана. Мне вот эта вот длина реглана в этом свитере просто идеально. Поэтому я часто беру этот свитер и замеряю вот по этой длине реглана тот реглан, который я вяжу. Так, вот таким образом беру. Так вот выглядит примерно это полотно. Сейчас, видите, если разложить, это спинка, рукава и перед. Так, перед вот немножко вот так вот я вам покажу. Вот, видите? Так. Так, теперь что касается вот этой длины реглана. Смотрите, вот у нас это перед. Это спинка. Здесь у нас рукава. Я уже пересняла рукава на отдельную леску. Сейчас покажу вам размеры и количество петель. Так, в первую очередь вот эта вот длина реглана у нас получается вот в таком, скажем, обычном нерастянутом виде 25 сантиметров. Так, вот тот реглан, который я вяжу на свой размер. Так, вы смотрите сами, если вы хотите немножко меньшего размера, да, вот по таблице еще раз вам покажу эту таблицу, да, ориентируйтесь. Но я, как указала, что всегда беру на 1 сантиметр меньше, чем в этой таблице длину реглана, потому что потом широкие рукава на уровне проны получаются. Так, теперь, что касается вообще всей длины вот этой нашей кокетки. Так, если взять, скажем, еще вам такая подсказка. Если не знаете, какую длину вам вязать, вот эту вот длину реглана, да, вы можете просто вот так примерить. Смотрите, петли подреза, петли реглана я буду отдавать на перед и на спинку. То есть у меня получится вот это и вот это вот расстояние. Это у меня будет перед, так. И я прикладываю сантиметровую ленту, захватываю петли реглана и вот так вот примеряю. У нас лицевая гладь в этом очень хорошо помогает. Здесь, конечно, по узору, скажем, полотно бы немножко стягивалось. А так у нас вот таким образом мы сейчас посмотрим. Смотрите, вот 52 сантиметра у меня по переду получилась моя ширина. То есть мне этого достаточно. Так, теперь по рукавам. Вот у меня рукав. Немножко шуршат спицы. Так, вот приложить. Но уже петли реглана не захватываем. Примерно вот как этот узор наш. Вот так вот прикладываем тоже ленту сантиметру. Смотрите, где-то 44 сантиметра будет наш вот этот вот рукав. Но за счет узора он может, видите, вот если мы его сложим, он может и растянуться или наоборот сузиться. Так. Ну и по спинке, в принципе, тоже, как бы я сейчас замеряю быстренько, но оно должно быть одинаково. Захватываю петли реглана, одни и вторые, и тоже то же самое получается эта ширина, что и по переду. Так, по количеству петель, смотрите, вот у меня такое количество петель, по 4 петельки реглан, вот этот наш петли реглана. Так, по спинке и по переду 134 петли уже. Вот 134, здесь 134 и по рукавам 100 петель. Все. То есть у меня реглан уже полностью провязан. Поэтому я сейчас буду соединять полотно, перед и спинку. Каким образом? Так, вот смотрите, складываю вот так. Это у меня спинка.
Так, это у меня перед. Так, ниточка у меня, вот которой я сейчас вяжу, она у меня вот здесь. Так, она у меня вот здесь, видите? Так, я остановилась на спинке. Смотрите, вот у меня остаются петли рукава, я их уже трогать не буду. Буду дальше соединять перед. Так, что касается подреза. На подрез я тоже немножко петель выделю. Много я не буду петель выделять. Полотно довольно-таки, видите, оно растягивается. Так, и я думаю, что поскольку у меня раппорт 2 петли, значит, у меня должно быть нечетное количество петель. Ой, точнее, четное количество петель. Поэтому мы соединим перед и спинку, и у нас получится 268 петель. Так, я на подрез выделю всего по 4 петельки. Почему? Потому что рукав, видите, у меня довольно-таки уже, как мы замеряли, довольно-таки широкий. То есть где-то в районе 44 сантиметра. Ну, если сложить напополам, это 22 сантиметра, это достаточно. Поэтому здесь я буду набирать 4 петли подреза. И соединяем тогда полотно. Дальше провязываем. Дальше уже спинку и перед вместе. Единственное, я хочу остановиться на вот этом, скажем, узоре, который у меня провязан. В нем отличается перед и спинка от рукава. Смотрите, по рукаву у меня все время шел вот этот вот узор. Так, на одном, на втором рукаве, да. Что касается переда и спинки, я вот здесь вот пустила по центру только лицевые петли. Для того, чтобы полотно не просвечивалось, поэтому я решила все-таки провязывать лицевыми петлями. Вы как хотите. Если вам, скажем, удобно, можете вязать и именно таким узором. Так. Но я вот решила, чтобы оно не просвечивалось на уровне груди, сделать именно лицевую гладь. Так, и сейчас вам расскажу, как я провязывала. Оно одинаково, что по спинке, что по переду. Так, когда у меня шел 5-й раппорт, смотрите, 1, 2, 3, 3, 4 и вот 5-й. В 5-м раппорте у меня провязано всего лишь 2 первых ряда. Они у нас изнаночные, да, по схеме изнаночные. Вот. И дальше я уже вязала полностью лицевые петельки. У меня получилось, что я провязала 5-й раппорт полностью лицевыми, 6-й раппорт полностью лицевыми и 7-й раппорт провязала 2 первых ряда. То есть мы остановились, вот по рукаву давайте посмотрим. Мы остановились в 7-м раппорте. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у меня начался 7-й раппорт. И я провязала 3 ряда. 3 ряда. То есть у меня 2 первых изнаночных, а еще 1 ряд лицевой. Вот он. Поэтому и по переду, и по рукавам мы остановились, еще раз повторюсь, в 7-м раппорте на 3-м ряду. То есть в 3-м ряду я сейчас буду соединять полотно, спинку и перед. Так, провязываем полностью нашу спинку сейчас. Единственное, хочу уточнить, что пока по спинке и переду я буду вязать лицевыми петлями. Поэтому вот эти вот петли реглана провязываем первые. 4 петельки, они пойдут в нашу спинку. И дальше все петли спинки тоже провязываем лицевыми. Это у нас 3-й ряд, как я уже сказала, в 7-м раппорте. Так, вот провязана у меня полностью спинка. Смотрите, петли рукава я пропускаю. И соединяю сейчас перед. Это у нас перед. Так, и набираем петли подреза. Вот таким образом. 4 воздушные петельки. 1 затягиваем. 2 затянули.
третья и четвертая петля. Так, вот это 4 петельки подреза у нас набраны. Так, сейчас вот это вот наша вторая часть. Это у меня перед. Соединяем их вместе. Пропускаем петли рукава, а не на отдельной леске. И начинаем провязывать тоже лицевыми. Сначала у меня идут вот эти вот петли реглана. Тоже их провязываем и сразу затягиваем туго. Вот на месте этого соединения нужно затягивать туго, потому что потом может образоваться некрасивая дырка. Так, подтягиваем. Маркер нам уже вот этот не нужен. И дальше у нас петли пошли переда. Здесь мы будем провязывать лицевыми несколько рядов. Вот именно столько рядов, сколько вы сейчас видите. Провяжем лицевыми, а затем будем вводить раппорт. Вы смотрите уже, как говорится, на свое усмотрение. Можете и сейчас вводить вот этот раппорт. То есть мы сейчас в 7 ряду 3-й ряд вяжем, да? Вот, поэтому 3-й ряд, как мы знаем, что там начинается этот узор. Поэтому вы можете сейчас вводить этот узор, но я пока немножко больше провяжу лицевых петель. И затем уже буду вводить этот раппорт. И дальше, смотрите, провяжем перед. Затем делаем такие же воздушные, набираем петельки 4, точно так же с другой стороны. И соединяем наше вязание. То есть мы с вами дальше будем вязать уже спинку и перед вниз. Итак, вот я уже соединила вязание в круг, перед и спинку. Вот у меня петельки подреза по обе стороны, 4 петельки. Так, петли реглана пошли сюда на спинку и на перед. Поэтому у меня получается здесь сейчас 292 петли. То есть по переду 134, по спинке 134 петли, затем 16 петель реглана и 8 петель подреза. Всего 292 петли. Так, сейчас я вам покажу, как мы будем провязывать подрез. Я вот дохожу до подреза. Осталось у меня несколько петель. Так, вот мы доходим до петель подреза. Спица у меня уже сейчас 3,5 рабочая. Левая троечка, чтобы было удобнее вязать по кругу, чтобы петельки скользили. И провязываем петли подреза. Смотрите, вот доходим и провязываем лицевыми. Вот так. Первая петля, вторая подтягиваем, третья и четвертая. И дальше соединяем петли переда. Дальше вяжем по кругу уже полностью все лицевые. На другой стороне точно так же будут провязаны петельки подреза. Итак, длина у меня уже провязана вниз. А я сейчас измерю и покажу вам сантиметр, который куплен на ВБ, то есть Валберес. Здесь у нас 10 сантиметров, идет каждый 10 сантиметров разный цвет. Очень удобный для того, чтобы что-то зафиксировать. И он на кнопочке. Вот так вот он застегивается. Вот, видите, очень удобный в использовании. И он очень плотный и широкий. Так, значит, какая длина у меня вот это вот от проймы. Так, поскольку изделие тянется, вот смотрите, как оно тянется. Вот. И причем и в ширину,
Вот видите, как он растягивается. Поэтому размеры здесь могут варьироваться. Так, и в ширину, и в длину он растягивается. Так, смотрите, вот если вот так вот измерить, просто ничего не натягивая, у меня где-то 32-33 сантиметра. Вот, для меня это уже достаточно. Я сейчас буду вывязывать резиночку. Также 1 на 1 вот таким вот образом. И перейду на спицы номер 3. Так, ну, немножко скажем, конкретно по этому низу, как я вязала. Вот у меня провязан 1 раппорт, 2, 3, 4. 4 раппорта я провязала после того, как вывязана вот это вот наш реглан. 4 раппорта провязано. Затем у меня идет лицевая гладь. По поводу лицевой глади это у меня 7 сантиметров. Дальше идет у меня 3 раппорта. 1, 2 и 3. 3 раппорта я провязала. Так, здесь я провязала 3 ряда лицевыми петлями. Лицевые ряды. Так, и все. И сейчас я буду провязывать резиночку. Так, если посмотреть на ширину, вот в данном случае я сейчас измерю быстренько, покажу вам по уровню, на уровне грудной клетки. Так, то есть я еще раз говорю, что оно тянется. Видите, вот так вот он растягивается. И вниз, и вверх. Вот поэтому вот в таком не растянутом виде по уровню груди сейчас у меня 56 сантиметров. Но смотрите, оно вот даже таким образом растягивается еще, получается, 64 сантиметра. Так, вниз от самой верхней точки и до низа в таком не растянутом виде сейчас у меня 53 сантиметра. Так, все. Вяжем резиночку 1 на 1 на спицах номер 3. Так, сейчас меняем спицы на номер 3. И будем с вами провязывать резиночку 1 на 1. Вот у меня провязано сейчас, я еще дополнила пару рядов. У меня всего получилось 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Если кто не умеет считать ряды, смотрите по лицевым петлям, очень хорошо считать. Вот одна дужка. Вот это один ряд. Вот вторая дужка, это уже второй ряд. Третий ряд, четвертый ряд и пятый ряд. Так, 5 лицевых рядов я провязала. И начинаем провязывать резиночку 1 на 1. Первая у нас лицевая. А вторая изнаночная. И дальше чередуем. Одна лицевая, вторая изнаночная. Я буду провязывать где-то сантиметров 7 резиночку 1 на 1. Вы можете подлиннее, покороче, скажем так. Здесь уже смотрите сами на свою длину. Так, цвет у меня меняется, поэтому, вот видите, так, поближе, немножко по-другому. Так, провязываем дальше самостоятельно. Итак, резиночка у меня уже полностью провязана внизу. Если в сантиметрах где-то около 7. Так, выглядит она неплохо. Даже вот такой вот длинной внизу будет с изнаночной стороны. Так, вот это вот наша изнаночная вся сторона. Так, сейчас берем иголочку, отрезаем нить. Нить должна быть где-то, вот этот вот наш круг, должна быть длина нити около 3 вот этих вот наших кругов. Минимум. Можно даже чуть больше. Так, и затем затягиваем ниточку в иголку и
закрываем петельки фабричным способом. Вы можете закрыть каким-то другим способом, можете самым простым. Я буду закрывать фабричным способом. Поэтому, если кто-то не умеет еще закрывать петельки фабричным способом, можете сейчас перейти по ссылочке, она появится в правом верхнем углу, и перейти, посмотреть. Я думаю, у вас тоже все получится. Вяжем рукава. Один рукав у меня уже полностью провязан. Вот так он выглядит сейчас, скажем так, поближе. И сейчас провязываем второй рукав. Так, что касается количества петель. У нас здесь на спицах 100 петель. Мы с вами еще будем набирать 4 петельки подреза. И всего у нас получится 104 петли. Кроме того, мы с вами сделаем 5 убавок по 2 петельки. Вот как на этом рукаве. Вот смотрите, вот здесь вот были выполнены 5 убавок с одной и с другой стороны. Вот, допустим, это у нас конец ряда. Значит, с одной стороны мы шли 2 петельки влево, а с другой стороны 2 петельки вправо. Итак, мы с вами убавляли 5 раз по 2 петли. Остановились мы с вами сейчас, смотрите, в каком раппорте. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов провязано. И мы с вами вяжем уже 7-й раппорт. В 7-м раппорте у нас провязано 2 ряда изнаночных и 1 лицевой. То есть мы остановились с вами в 4-м ряду 7-го раппорта. Но на рукаве у нас не будет никаких вот таких вот лицевых вставок, как по переду или по спинке. У нас будет вот такой вот узор от начала и до конца. Так, берем ниточку в работу и набираем петли подреза. Вот смотрите, у нас вот эти вот, скажем, петельки, они двойные, да, они видны. Мы вот за эти вот 2 дужки будем набирать петли. Вот одна дужка и вторая. Дальше идет следующая, третья и 4-я. Набираем петли подреза. Так, одна петля, оставляем ниточку. У нас выехала эта ниточка, я ее так вот провяжу. Так, ну смотрите, у нас, чтобы мне получались вот такие вот дырки, поэтому мы можем с вами, скажем, немножко ниже опустить спицу и провязать вот так. Потом еще вторая, третья и 4-я. Вот 4 петли подреза набрали. И дальше соединяем вот этот вот наш ряд. 4-й ряд, это у нас идет лицевой. Провязываем дальше лицевыми петлями. Так, смотрите, вот у меня был даже накид, поэтому я его провязываю тоже лицевой петлей. Так, доходим до конца ряда, подтягиваем немножко вот эти соединения наши. Так, провязываем полностью этот ряд. Так, и давайте вот тут вот встретимся. Так, спица у меня номер 3,5, левая номер 3, чтобы было удобнее вязать по кругу. Я вяжу методом Magic Loop. Если кто-то не умеет, вяжите тогда или чулочными спицами, или же на 40 сантиметров круговые, как вам удобнее. Так, и смотрите, вот довязано. Сейчас мы с вами будем соединять вот этот наш подрез. Так, вот у нас, да, 4 петельки подреза. Но смотрите, у нас какое-то немножко большое расстояние получилось, да, поэтому мы можем с вами просто еще, скажем так, добрать одну петельку. Точнее, вот сейчас ее поднять. Так. Поднимаем еще одну петельку. И
провязываем. Так, а в следующем ряду мы с вами ее просто убавим. Вот и все. Так, сейчас смотрите аккуратненько. Вот эти петли, первая петля, которая была, она довольно-таки очень такая незакрепленная, поэтому ее нужно провязать и тут же потянуть ниточку. Так, и повесить нужно маркер вот сюда перед первой петлей. Так, маркер вот я уже повесила. Так, следующий идет у нас 5-й ряд. И 5-й ряд у нас, смотрите, это изнаночный. 5-й, 6-й ряд у нас будут изнаночные. Значит, мы с вами еще провяжем 2 ряда. 5-й, 6-й ряд. В 7-м ряду сделаем убавочки. Вяжем дальше самостоятельно 2 ряда изнаночными петлями. Так, идет 7-й ряд раппорта. Вот этот вот. Значит, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, затем накид. Но в 7-м ряду мы с вами будем делать уже первые убавки. Вот смотрите, первые 2 петельки мы с вами будем просто провязывать лицевыми. С этой стороны мы с вами будем делать с наклоном вправо. Захватываем 2 передние стеночки и провязываем с наклоном вправо. Вот так. Так, и смотрите, дальше идет узор у нас. Первую петлю мы снимаем, вторую провязываем и набрасываем предыдущую. Дальше идет накид. И повторяем. Снимаем, провязываем, а затем набрасываем эту петельку и опять накид. Вот таким образом мы с вами будем провязывать до конца этого ряда, не доходя 2 петель. Там сделаем убавочки. Так, довязываем до 2 последних петель. Накид у нас должен быть еще по узору. И провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. При этом накида уже не будет. Все. В этом 7-м ряду у нас была первая убавка. С одной стороны в начале ряда и с другой стороны в конце ряда. Вот такие вот убавочки мы с вами будем выполнять дальше через ряд. То есть 8-й ряд мы с вами будем вязать по рисунку. Провяжем все петли лицевыми. В 9-м ряду у нас будет тоже убавки. Вот такие же самые. И дальше через ряд. 10-й по рисунку. В 11-м ряду мы с вами убавки сделаем. 12-й по рисунку. И так далее. То есть у нас получится еще 4 ряда через ряд. Вот такие вот убавки. И на спицах у нас должно быть 94 петельки. Точно так же, как и на втором рукаве. Единственное, хочу вот немножко вспомнить вот эту вот одну петельку, которая у нас была, когда мы соединяли вязание. Я думаю, вы не забыли убавить во втором ряду. Если вдруг забыли, ничего в принципе страшного нет. Одна петля не играет никакой роли, то есть можете убавить вот эту вот петельку после всех убавок, которые будете сейчас выполнять. То есть 5 убавочек выполните и потом еще раз просто 2 петельки вместе лицевой в конце ряда убавите и все. Но количество петель у вас должно быть одинаковое на одном рукаве и на втором. Так, и вот таким образом дальше будем выполнять наш этот рукав. Единственное, немножко хочу уточнить, как будет дальше выполняться вязание этого рукава. Вот смотрите, у меня вот это вот маркер, он показывает то, что здесь я поменяла спицы. До этого маркера, а это у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раппортов, было провязано спицами номер 3,5. Вот как сейчас мы вяжем, да? А дальше 3 раппорта, последние, 1, 2, 3, будут 25. Спица номер 3,25. Резиночку уже будем выполнять на троечке. Так, сколько мы с вами должны провязать до манжета? Смотрите. Еще раз давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 должно быть раппортов. В 11 ряду вы сделаете последний ряд, так. И 12 у нас получается, вот я выполнила 2 изнаночных ряда и еще 1 лицевой.
вы, в принципе, можете это и не делать. То есть сразу, когда провяжете все эти раппорты, можете сразу вязать резиночку. Но я вот остановилась именно таким образом, поэтому вы можете, скажем так, то же самое провязать еще в следующем раппорту 3 ряда. Мне, вы знаете, больше так даже и нравится. Ну, вот эту вот длину, в принципе, вы можете сами для себя определить. Вы можете немножко короче рукавчик вязать, можете подлиннее. Если у вас хватает нитей, пряжи, значит, вы вообще можете связать даже и с длинным рукавом летнюю такую кофточку. Ну, это уже, скажем, на ваше усмотрение. Итак, у меня по рукаву уже провязано 11 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот 11 раппортов. И сейчас я буду переходить на спицы номер 3. И буду провязывать резиночку 1 на 1. Точно так же, как вот у меня провязано внизу. И по воротничку, скажем. Так, и затем буду закрывать тоже фабричным способом. Что касается длины вот этого рукава от подреза до закрытия резиночкой, сейчас я вам покажу примерно. Вот у меня получается 14 сантиметров. Но оно полотно, видите, оно растягивается. Так, что касается резиночки, у меня провязано здесь 10 рядов спицами троечка, но я здесь брала для резиночки не 5 ниточек, не 5 сложений, а 4. Вот сейчас я вам покажу. Так, вот эту вот одну бобинку, конус, так, я ее убрала, но не отрезала. Сейчас я вам покажу, вот где эта ниточка одна. Вот она, вот видите. То есть, как только начала я вывязывать резиночку, я одну нить просто убрала. Для чего? Для того, чтобы была резиночка потоньше. Вот, поэтому, видите, если есть такая вот бобина пряжи, которую вы вяжете, можно вот таким образом, скажем, уменьшать или увеличивать толщину пряжи. Так, на манжете это очень хорошо. И вот видите, резиночка это получается более, скажем, эластичная и тоньше. Так, теперь я буду закрывать фабричным способом. Тоже так же петельки, как внизу, вот на манжете. Так, тоже так же, таким же самым способом буду закрывать петельки. И на этом у нас уже рукава будут все готовы. Останется мне эту кофточку постирать, высушить, и можно уже носить. Так, вроде бы все я по рукаву вам сказала. Так, спица номер 3 на манжете, да. И помним про то, что, смотрите, еще вот такой нюанс. На резиночке, прежде чем вывязывать резиночку, одну ниточку отрезаем. Я ее отрезала для того, чтобы вот этот манжет был немножко потоньше, чем все остальное полотно. Ну, оно больше, смотрите, как ложится по руке. И как-то мне больше нравится, когда манжеты более тонкие. Поэтому с бобиной пряжей вот так вот можно выполнять. То есть вяжем основное изделие в 5 сложений, а резиночку в 4 сложения. Хотя вы можете, в принципе, и не менять. Ну, я как бы вот так вот делаю обычно, когда вяжу бобиной пряжи, тем более такой вот тонкой. То есть у меня вот эти вот 4 нити. 4 нити у меня провязывается резиночка. И закрыла петельки фабричным способом. Так же, как и низ изделия. На этом у меня все. Если это видео было вам полезным, я буду очень рада. Спасибо всем за просмотр, за подписку. Надеюсь, что все остальные мастер-классы и просто видео вам тоже нравятся.